Человеческая цивилизация придумала Господа Бога, патриотизм, счастье и целую кучу других концептов, которые наделили смыслом наше, в общем-то, бессмысленное с научной точки зрения существование. С некоторыми из них, вроде бессмертной души или платоновского мира идей, человечество уже попрощалось. Другие продолжают придавать значение нашей жизни сегодня, даже если не стоит ничего в отрыве от современной культуры. Наш сегодняшний выпуск про один из таких концептов, который был рожден на позднем этапе становления человечества, но тем не менее является одним из центральных элементов современной культуры. Речь, конечно же, о любви. Любовь считается одной из самых туманных философских категорий, что, впрочем, не мешает ей являться главным мотивом всей современной поп-культуры. Do you know what is love? The pain in the ass. Группа Beatles, кинематограф и День Святого Валентина уверяют нас, что любовь и вправду существует, и в то время как для других любовь не более чем цивилизованная форма похоти. Have you ever been in love before? Oh, come on. Меня зовут Максим Душанимаев, и этот выпуск мы записываем в Италии, одной из главных колыбелей европейской культуры, откуда к началу 21 века культ любви распространился на весь остальной мир. Кто придумал любовь и зачем? Или она действительно существовала вечно? Margarete. I'm sure you guys do know what is love. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Вообще идея любви возможна только в рамках цивилизованного общества и традиционно рассматривается как рационализация инстинкта размножения. С этих позиций значительная часть искусства не что иное, как осмысление желания продолжить свой род когда, как и с кем хочется. Свое нынешнее положение культ любви начал завоевывать в Европе в эпоху постренессанса, благодаря, с одной стороны, набиравшим силу сентиментализму и романтизму, а с другой – развитием капиталистических отношений, которые сделали любовный опыт еще одним активом развитой личности, в то время как жизнь, лишенная любви, стала восприниматься уже и не совсем полноценной жизнью. Бытование концепта любви породило несколько интересных фич, которые все еще существуют и сегодня. Единственная любовь, она же вторая половинка. Это один из самых популярных концептов рынка отношений, исторически связанный с институтом брака, который изначально ничего общего с любовью не имел, а служил инструментом выживания, ибо выжить и родить и воспитать потомство в одного было просто нереально. В современном мире, когда ни то, ни другое больше не требует наличия постоянного партнера, это привело к кризису брака как такового. Конечно, разного рода ханжи связывают это с растущей греховностью и порочностью человечества. Однако похоже, что традиционный брак рушится просто потому, что в нем все меньше и меньше необходимости. Вообще мы сейчас находимся в интересном историческом моменте, потому что вся предшествующая культура идеализирует вечный союз двух сердец, в то время как на деле эта схема все чаще оказывается бесполезной. I'm sure you guys do know what is love. No, okay. What is love? No time because I had the Are you dinner. hungry? Thank you. Okay. The pain in the ass. Really? Why? Why do you think so? Because it's good the first moment, the first month, but after when all the magic disappear, your heart is destroyed. I know. I'm just yes. curious, what is love? Do you know what is love? Amore. Yes. Yes. What's that? Maybe love I don't for know. these things. Socks. Funny socks. This is love. Love is giving and it is receiving equally in the same proportions. Okay, have you ever been in love before? I have, I'm in love right now With who? with this beautiful lady right here. Why? What made you feel love towards her? The connection of not knowing a person and feeling like you've known them in a previous life. I think that makes a kind of bond which makes you figure out who you belong with. Just because he is the way it is. Okay. He is like that and I love him. When you accept
Cioè quando ti piace il peggio di una persona e non il meglio. Quando accetti il peggio di una persona e non il meglio è amore, secondo me. Have you been in love before? Yes, For how many times? a lot. Is that troppo. love to man or to things or to what? No, no, towards what? to girl. To girl? No, for a man, for a girl. What exactly made you feel love towards that person? Like she has a beautiful face or good, you know, some. What exactly? I think that the important love the person, not girl or man. Yes. Yes. And so I think that she was like an angel, but it's not the truth because she broke my heart. Oh, really? Yes, But yes. do you still love her? No. Найти любовь значит стать счастливым. Согласно этой идее, полноценное счастье, что, впрочем, тоже является весьма сомнительным концептом, невозможно без наличия полноценной любви. Любовь здесь рассматривается не как качество, а как некий внешний объект, который надо найти и сделать своим. Такой подход особо укоренен в западной культуре, где, например, чтобы насладиться цветком, предварительно его надо сорвать. Хотя можно, в принципе, и просто любоваться. Отчасти здесь дело во влиянии капитализма, а отчасти в более индивидуалистском характере всей западной цивилизации. Такой подход часто становится источником разного рода неприятных побочных эффектов любви, типа ревности или собственничества. Любовь как рынок. Суть концепции в том, что все люди рассматриваются как участники рынка половых отношений, где у всех есть свой ценник. Задача каждого – максимально увеличить свой. Отсюда берет начало множество разных феноменов, от инстаграма и персонального бренда до индустрии красоты, образования и вообще любой индустрии, имеющей отношение к человеку, ибо инстинкт размножения сильнейший из существующих. Другое неприятное следствие этой концепции – это страх совершить ошибку при выборе и постоянное сравнение доступных вариантов, что ставит человека в ущербное положение перед трендами существующих индустрий. Забавно, что люди придумали любовь, чтобы стать счастливее, но часто получается так, что любовь, напротив, заставляет нас чувствовать себя несчастными. Возможно, любовь слишком хороша для нас, а возможно, любовь – это бессмыслица, которой мы морочим себе голову, пытаясь объяснить самим себе нашу животную сущность. Is there some more important thing in our life than love? Our free time. The time that we spend for ourselves and for our relatives. My priority is to be self-satisfied in life, for Yes. example, in my career, instead of falling in love with someone. Family, Family? Why? because the family is the only thing that you conserve in your heart and your life forever. Well, I'm in love with someone, so I would say no, there aren't. But But no, I don't know. I mean, it's actually worth loving him, even if you have to lose him at the end. Well, love is the basis of everything. And if you love, then you give. If you love, then you help. And if you love, then you can build.
Здесь в Италии свободные нравы. Мне нравятся местные кафешки, архитектура и черепица на крышах домов. Нравятся серьезные красавицы, дедушки с сигарами и даже стареющие тетки с напомаженными лицами. Нравится свобода и непосредственность. И даже когда в первую после приезда ночь пьяные пацаны возле местной кафешки попытались угостить меня кокаином, мне это тоже понравилось. Я не знаю точно, что такое любовь. Возможно, это фикция общества потребления или просто еще одно пустое слово, которое только вводит нас в заблуждение. Когда я думаю о любви, я думаю о людях. Людях, которых мы встречаем каждый день и которых никогда не увидим снова. Людях, которых мы знали, думали, что знали и не узнаем никогда. Людях, которых мы давно забыли. О ком вспоминаем, когда нам плохо, и о тех, о ком вспоминаем, когда нам хорошо. О людях, которых мы потеряли. Кто оставил нас и кто был рядом с нами, когда больше не было никого. Из-за которых мы плакали, злились, улыбались. И о тех, кого не забудем никогда.